Всем привет, меня зовут Тоня, и это видео с 4-й недели моей диеты, нацеленной на понижение холестерина в крови. Я сидела на диете 2 месяца, но первые 4 недели именно были такие более строгие, поэтому именно их я и засняла. Это будет последнее видео, остальной, оставшийся месяц я не снимала. В конце видео я покажу вам результаты, какие же все-таки дала мне и диета, и мой теперь новый образ жизни, потому что раньше, как вы знаете, я очень мало двигалась, я мало занималась спортом. Я, конечно, любила там потанцевать дома, подурачиться, походить в гору, но именно регулярного занятия спортом у меня не было. Особенно в выходные, когда я провожу уроки, я сижу на попе ровно и бывает даже забываю что-то поесть. Также я грешила большим количеством сладостей, нутеллы, печенек, а когда не хватало времени поесть, и просто раменчиком. Поэтому то, что вы видите сейчас у себя на экранах, и то, что вы видели в прошлых видео, очень резко отличается от моего питания, которое было до этого. Я, конечно, тоже и ела и салаты, и овощи, и фрукты, но сладостей в моей жизни было много. Особенно много теперь в моей жизни стало геркулесовой каши. Раньше я только в детстве ее ела, потом был период, когда она мне дико не нравилась, а сейчас я снова к ней вернулась, прочувствовала ее вкус. Я ем ее с замороженными ягодами, в принципе, не размораживаю заранее, они прям таят в каше, в горячей, поэтому сразу и ем. Еще мое нововведение – это оливковое масло. Первые 3 недели моей диеты были очень жесткими, я ограничивала себя во всем, то есть я ела только то, что можно было. На 4-й я начала потихоньку вводить и какие-то запретные, так сказать, продукты, но в маленьком количестве. Муж захотел вот такие вот гнезда с фаршем, поэтому мы купили макароны, и я сделала в сливочном соусе такие вот гнезда. Самое сложное во время диеты – это когда ты себя ограничиваешь, а мужу можно все. В итоге муж у меня доедал остатки нутеллы, которые остались, и это было очень невыносимо смотреть, как он кушает вкусную нутеллу. На самом деле я понимала уже на 4-й неделе, что постоянно сидеть на такой строгой диете, как это были первые 3 недели, я не смогу, потому что, ну окей, пройдут 2 месяца, я сдам анализы, а дальше-то что? Поэтому я решила с 4-й недели потихоньку вводить любимые мной, но не сильно полезные продукты. При этом я увеличила физическую нагрузку, я стала больше бегать, больше прыгать на скакалке, и больше заниматься спортом. Решила посмотреть, если я все-таки там раз в неделю, 2 в неделю позволю себе что-нибудь плохого, повлияет ли это так сильно на результаты, или мне вообще нельзя в жизни теперь ничего есть. Фруктов в рационе стало еще больше, я и до этого любила фрукты, могла есть их ведрами, но иногда не покупала из-за дороговизны в Корее. Сейчас я решила не экономить на себе, и мы покупаем фрукты, овощи, все, что хочется, да, пускай обходится чуть подороже, но зато это полезно. Так как корейская еда достаточно нежирная, сбалансированная, не содержит майонеза, соусов каких-то и подходит для холестериновой диеты, то в корейской еде я особо себя не ограничивала. И кимбап, и, например, кимчи-чиге, это все мне можно. Выглядит как сметана, это очень легкий йогурт, который я закинула хлопьями. Благодаря этой диете я, во-первых, открыла для себя некие новые вкусы, новые варианты приготовления некоторых блюд. И если первые 2 недели я действительно стрессовала от того, что мне было невкусно, мне было слишком пресно и так далее, то позволив себе чуть-чуть побольше соли, приправ каких-то, 3-ю и 4-ю неделю я действительно наслаждалась едой, было очень вкусно и при этом полезно. Начиная с пятницы начала потихоньку разбавлять свой рацион более большим и разнообразным количеством блюд. Вот это, например, лапша в остро-сладком соусе с курицей. И пельмешки манду, которые сделаны из гречневого теста.
Понимаю, что всю жизнь я, конечно, не проживу на той холестериновой диете строгой, которая у меня была в первые 2 недели. Там я действительно соблюдала полностью все, вот все, что было нельзя, все я это не ела. Ела только то, что можно было. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно. Так всю жизнь прожить нереально. Без вкусности, потеряв вкус к еде, потеряв вкус к блюдам. В итоге я решила, что 2-й месяц я буду потихоньку есть то, что я хочу, но я буду это есть какой-то 1 день в неделю и разгружать салатами, разгружать овощами, разгружать фруктами и, естественно, дополнительными физическими нагрузками. Цель эксперимента была какая? Если я буду раз в недельку периодически кушать что-то, что не является полезным, бургер, может быть, курочку закажем, пиццу и так далее, если при этом все равно холестерин пойдет вниз за счет того, что я добавила много овощей, много фруктов, много спорта, то тогда при таком распорядке дня жить можно. Если организм даже при одной там шоколадке в месяц все равно не станет опускать холестерин, то тогда уже будем задумываться о таблетках. Ну и что по итогу вышло? Мои результаты до начала диеты: общий холестерин 292, максимальный, после которого уже считается высокий холестерин, это 200. Из них 92 это хороший холестерин, он тоже выше нормы, и 196 плохой, намного выше нормы. Как вы видите, результат есть. Общий холестерин опустился на целых 43 миллиграмма. И это при том, что 2-й месяц у меня была диета с послаблениями, я периодически могла позволить себе чего-нибудь вкусненького. В итоге решает, конечно, спорт. Я продолжу активно бегать, активно заниматься физическими нагрузками. Также, естественно, не буду каждый день питаться, как это было до начала диет. Все равно некоторых ограничений я придерживаться буду. Ну а дальнейшие мои результаты буду публиковать в Инстаграме.